любой игре есть босс, тот самый, которого нужно победить. Если играешь один, все просто. Если играешь с друзьями, тоже понятно. Но если играешь с рандомами, появляется другой босс. Его нет в гайдах, его нет в вики. И разработчики про него ничего не написали. Он может угнать поезд, может забрать оружие у вампира. Он сидит рядом с тобой в поезде и в любой момент может сесть за руль. На моих стримах я пытаюсь собрать команду, где новичок может залутать босса, где опытные игроки помогают слабым, где вся команда доезжает до финала вместе, где мы опускаем мост и побеждаем как команда. Но сегодня у нас появился другой босс-крыса, и победить его оказалось сложнее, чем любого монстра в игре. Поехали! Поезд уехал. Просто взял и уехал. Я стою в форте, рядом половина команды. Кто-то отстреливает бандитов, кто-то ищет лошадей, кто-то просит денег. Все вроде нормально. И тут наш поезд проезжает мимо, не останавливается. Вообще. Я даже не сразу поняла, что происходит. Потому что, когда твой поезд уезжает без тебя, первая мысль не «нас бросили». Первая мысль «наверное, сейчас остановится». Не остановился. Вторая мысль «наверное, не заметили». Заметили. Мы буквально стояли перед глазами. Третья мысль «ну, ладно, наверное, есть причина». Как позже выяснилось, причины не было. Просто кто-то решил, что половина команды — это не обязательная часть рейда. Но самое смешное, что началось все совсем по-другому. Началось все с Теслы. Да, снова Тесла. Мы даже ехать еще толком не начали. А в чате уже обсуждают. Будем продавать Теслу? В этот момент кто-то раздает винтовки. Кто-то просит винтовку. Кто-то случайно забрал чужую винтовку. Кто-то извиняется. И где-то среди всего этого хаоса продолжает существовать вопрос. Так что с Теслой? Потом спавнится новый игрок. Первое сообщение. Какой километр? Очень важный вопрос, потому что никто не знает, что происходит, но все должны знать километраж. После этого мы остановились и стояли долго. Настолько долго, что я решила спросить, зачем мы тут стоим? И не получила ответа, потому что такой же вопрос. Не знаю, хз. Это был самый честный разговор за весь рейд. Никто не пытался казаться умнее, никто не придумывал план. Мы просто коллективно признали, что понятия не имеем, чем занимаемся. После этого решили ехать, потом решили не ехать, потом ждать, потом еще ждать, потом ждать тех, кто заспавнился, потом ждать тех, кто опоздал, потом тех, кто потерялся, потом тех, кто упал, потом тех, кто еще не успел потеряться. В какой-то момент мне показалось, что наша главная цель не доехать до Мексики. Наша главная цель — кого-нибудь ждать. И тут один игрок пишет: где моя коробка? Я говорю: наверное, вот это? Да. И нож твой? Да. И ружье твое? Да. И бандажи тоже твои? Да. Потом добрались до форта, того самого, где поезд решил, что мы ему больше не нужны. К счастью, там были лошади. К несчастью, лошади те в мешок нельзя было спрятать. Поэтому мы просто оседлали все, что двигалось, и начали погоню за собственным транспортом. Самое интересное было наблюдать за людьми. Те самые игроки, которые раньше писали: подождите нас, мы только заспавнились. Да не уезжайте, мы скоро будем. Позже сами никого не ждали. Вообще 0 секунд, 0 сожалений, 0 вопросов. Они буквально превратились в тех людей, на которых сами жаловались полчаса назад. Вот так выглядит развитие персонажа в Dead Rails. Потом случилась еще одна прекрасная история. Кто-то упал, в чате пишет: стоп, помогите, подождите, я спрыгиваю с поезда, потому что человеку нужен бандаж, надо помочь. Я подбегаю, использую бандаж, поднимаю игрока, оборачиваюсь, поезда нет, он снова уехал. В этот момент я начала подозревать, что поезд специально выбирает момент, когда кто-то помогает команде, потому что это происходило слишком часто. Дальше начались поиски виновного. Да, кто за рулем? Где поезд? Кто угнал поезд? Мне нравится, что поезд исчезал регулярно, а водитель каждый раз исчезал вместе с ним. Будто их засасывало в другое измерение, потерялись в изнанке. Потом уже меня пришлось возрождать. Игрок специально дошел со мной, чтобы купить бандаж. Заплатил деньги. Поднял меня.
А через несколько минут поезд опять куда-то уехал. Я уже начала воспринимать это как часть игрового процесса. Возможно, так и задумано разработчиками. Возможно, настоящий босс игры — это машинист из твоей команды. В какой-то момент игрок в скине лошади украл меня. Я бежала закупиться, но не получилось. Я случайно его оседлала и решила использовать его по назначению, но он же лошадь. Он сразу говорит: слезь. Я говорю: так ты же лошадь. Он говорит: ты мне мешаешь. Я говорю: а Теслу продавать будем? Потому что разговор все равно всегда возвращался к Тесле. Можно было обсуждать что угодно: лошадей, бандитов, поезд, лабораторию, но через минуту кто-нибудь обязательно спрашивал: так что с Теслой? А потом мы добрались до моста. И тут случилось самое неожиданное. Те самые люди, которые все время уезжали вперед и бросали команду, умерли. Все, сразу, полным составом. Лежат, молчат, не пишут, не спорят, не командуют. Просто лежат и ждут. Очень символично. Впервые за весь рейд они сами кого-то ждали. Мы пришли, подняли их, спасли. Хотя, если честно, после всего произошедшего у меня были вопросы к этому решению. Нужно было скинуть с моста. Кстати, хорошая идея, которую он сам и подсказал в чате. Потом еще этот очень талантливый человек решил расстрелять мою лошадь. Сначала бегал за ней, не догнал, потом просто открыл огонь. Лошадка исчезла, поезд снова угнали. Но несмотря на все это, мы все-таки добрались до финала, опустили мост, разобрались с Теслой. Поезд, наконец, поехал в Мексику. Правда, стартовая команда доехала не в полном составе. Некоторые люди потерялись по дороге. Слишком много раз поезд уезжал, слишком много раз мы его догоняли. И знаете, что произошло сразу после этого? Буквально сразу в чате снова написали: в общем, давай продадим Теслу. Потом еще: отдай Теслу. И в этот момент все встало на свои места. Потому что рейд начался с Теслы. Рейд закончился Теслой. А между ними был поезд, который постоянно от нас уезжал. Пишите в комментариях, как вам последние фиксы обновления. И главное, напишите честно. У вас тоже поезд постоянно уезжает без команды? Или нам просто попался какой-то особенный машинист с помощником? Пока!